Всем привет! Давайте сегодня поговорим о голоде. Но не о том, который мы чувствуем перед обедом, а о том назойливом чувстве, которое может преследовать нас, даже если мы поели совсем недавно. Оказывается, дело тут не всегда в силе воли. За этим стоят очень хитрые биологические механизмы. Итак, в чем же заключается эта загадка постоянного голода? Начнем с очень-очень знакомой многим ситуации. Ну что, знакомо? Вроде бы плотно пообедали, а проходит час и снова сосет под ложечкой. Такое чувство, будто организм просто не заметил, что его покормили. Это, конечно, очень выматывает. Вот сегодня и разберемся, почему так вообще происходит. И вот это, пожалуй, ключевой момент. Очень легко начать винить себя в отсутствии дисциплины. Но давайте посмотрим глубже на внутреннюю химию нашего тела. Аппетит — это ведь не просто какое-то желание. Нет, это мощный сигнал, которым управляют гормоны. А теперь давайте познакомимся с главными дирижерами нашего аппетита. Есть два ключевых игрока, два гормона, которые отвечают за чувство голода и насыщения. Так, вот они. С одной стороны, грелин, и его можно назвать гормоном голода. Это он толкает нас к холодильнику, подавая мозгу четкий сигнал «Эй, пора есть!». А с другой стороны, лептин, гормон сытости. Он, наоборот, говорит «Стоп, все, хватит, мы сыты, энергии у нас достаточно». Они как инь и янь нашего аппетита. В идеальном мире все это работает как швейцарские часы. Появился голод, уровень грелина растет, поели, повышается лептин, и аппетит мягко уходит. Простая, элегантная и очень эффективная система. Но что происходит, когда она ломается? Так почему же эта, казалось бы, отлаженная система может дать сбой? Давайте рассмотрим три самые распространенные причины. Итак, причина номер один, и она встречается очень часто, это резкие скачки сахара в крови, особенно после того, как мы поели что-то с быстрыми углеводами. Представьте себе костер. Если бросить в него охапку сухой бумаги, что произойдет? Будет яркая, горячая вспышка, но она погаснет почти мгновенно. Вот быстрые углеводы действуют точно так же. Они дают мощный, но очень короткий прилив энергии, сахар в крови сначала взлетает до небес, а потом также резко падает. И мозг, видя это падение, начинает паниковать и посылает сигнал «тревога», топливо на нуле, срочно нужно еще. И вот он, новый приступ голода. Хорошо, переходим ко второй причине. Она связана с тем, как наши клетки вообще получают энергию из крови. И здесь нам нужно поговорить об инсулинорезистентности. Если говорить совсем просто, то инсулин — это такой ключик, который открывает клеткам дверь, чтобы впустить внутрь глюкозу, то есть энергию. А при инсулинорезистентности этот ключик начинает, заедать. Дверь открывается с трудом, и энергия просто не может попасть внутрь клетки. Вот эта аналогия с батарейкой телефона все отлично объясняет. Представляете, в крови может быть полно энергии, полно глюкозы, но если клетки не могут ее усвоить, то для мозга это катастрофа. Он видит, что энергия вроде бы есть, но до потребителей она не доходит. И что он делает? Правильно, снова посылает сигнал голода. И, наконец, третья причина. Мозг может буквально оглохнуть. Оглохнуть к сигналам о том, что мы уже наелись. То же самое происходит и с лептином, нашим гормоном сытости. И если его уровень постоянно высокий, например, из-за частого переедания, мозг, как уставший от громкой музыки слушатель, со временем начинает его просто игнорировать. Сигнал «я сыт» никуда не делся, он есть, но мозг его больше не слышит. Так какой же главный вывод из всего этого? А он очень важный. Постоянный голод — это чаще всего биологическая проблема, а вовсе не признак слабости или отсутствия силы воли. По сути, когда мы чувствуем такой голод, тело посылает нам сигнал бедствия. Это не каприз, это результат сбоя в тонком гормональном балансе. И когда эта система разлажена, контролировать аппетит становится объективно физически сложнее. И вот это по-настоящему обнадеживает. Наше тело — это ведь не статичный механизм, а динамическая система. Изменив некоторые привычки в питании и образе жизни, можно помочь ему вернуться к стабильной работе. Гормоны снова могут начать работать слаженно, а чувство голода станет предсказуемым и, что самое главное, управляемым. И в конце давайте просто задумаемся вот о чем. А что, если перестать бороться с голодом как с врагом, и вместо этого прислушаться к нему? Попытаться понять, какой именно сигнал тело пытается нам послать. Мне кажется, это полностью меняет взгляд на проблему, не правда ли?